AMOLED LTPS на 1,97 дюйма с частотой обновления до 60 Гц и 5 Гц для технологии Always On Display. Металлическая средняя рамка, вращающаяся кнопка колесика, новый быстросъемный механизм для ремешков, встроенная мультисистемная GNSS навигация, поддержка функций Bluetooth звонков, универсальный анализ частоты сердечных сокращений, SPO2, уровня стресса и сна, время автономной работы до 20 суток и обо всем этом и не только, заявляет сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 4. Звучит все очень даже неплохо. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам как всегда расскажу. Распаковка. Поставляются эти смарт-часы в белой коробке из плотного картона, на ней есть название и изображение модели, а также краткая информация. Упаковка хорошая, все дошло в целости и сохранности, смарт-часы запакованы в защитную пленку, а в комплекте мы имеем ремешок, документацию и зарядное устройство с двумя пинами. Весят смарт-часы 48,5 грамма. Размеры небольшие, 44 на 47,7 на 11,9 мм. Ширина стокового ремешка 22,6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, там много всего полезного. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что еще канал для стримов открыл, недавно я гонял там в онлайне прожарку на 2 часа Realme GT 5 Pro, сегодня буду гонять Infinix 35G. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-часам. Отмечу, что у меня на руках китайская версия данной модели, на борту есть только китайский или английский язык, русского в стоке нет. 24 числа, когда они начнут продавать, скорее всего будет русский, 99,9 в периоде, потому что это глобальная версия. Поставляется Redmi Watch 4 в серой и черной расцветке. Дизайн смарт-часов от прошлой модели Redmi Watch 3 отличается, и как по мне, новая модель выглядит солиднее, гораздо интереснее. Но данная модель мне почему-то напоминает смарт-часы Nothing CMF, хотя плоский экран, как у Apple Watch Ultra, но не суть. Кстати, в Nothing добавили только в сообщениях русский, а в меню все-таки русского нет до сих пор. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из матового пластика. Собрана данная модель отлично, но легкий люфт у кнопки все же присутствует. Быстросъемный ремешок выполнен из TPU, он имеет фирменное крепление, так что любой другой ремешок не подойдет со стандартным креплением. Крепление очень удобное в плане замены ремешков, застежка надежная, охват запястья от 135 до 205 мм, по качеству ремешок довольно хорош. При носке Watch 4 не ощущаются, как и во время сна. Ремешок не натирает и запястье под ним не потеет. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамик. Из датчиков на борту датчик сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности и электронный компас. Также на корпусе, как я уже говорил, есть одна механическая кнопка, она отвечает за переход в меню или возврат, за переход в окно с включением-выключением перезагрузка устройства и вызов голосового помощника. А тройным нажатием можно совершить экстренный вызов по указанному номеру в приложении. Поддерживается голосовой ассистент Mi AI, что для нас не актуально, так как он понимает команды только на китайском языке. Удобно, что его можно отключить в настройках, но вот повесить другую команду на кнопку возможности нет. Плюс за то, что прокручивая кнопку, можно перемещаться по меню и не только. Ко всему, прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией, но о вибрации я расскажу вам чуть позже. Летим дальше. С фронтальной части здесь находится LTPS AMOLED дисплей на 1,97 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и частотой обновления экрана от 5 Гц до 60 Гц. 5 Гц, разумеется, это для AOD. Экран плоский, за что плюс, но не утоплен. Рамки с одной стороны большие, но учитывая габариты устройства, они не сильно бросаются в глаза. Скроллинг плавный, анимации немного, но система работает довольно шустро. Шрифт читабельный, экран имеет насыщенную цветопередачу, изображение четкое и контрастное. Максимальная яркость 600 нит, по моим замерам экран выдает 825 люксов, чего достаточно для использования на солнце, но запаса яркости нет. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она неплохо. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AOD зависит от циферблата, если, конечно, циферблат имеет свой стиль AOD. А также в настройках есть 5 готовых стилей AOD, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Включение экрана при повороте запястья срабатывает хорошо и удобно, что при включении AOD можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья: AOD или циферблат. Время до отключения экрана максимум 60 секунд, чего достаточно. Включить тапом экран можно, как и выключить, накрыв ладонью. По свайпам с главного экрана сверху вниз это уведомление, снизу вверх это панель быстрого доступа, в которой есть фонарик, продувка динамика, энергосберегающий режим, функцию постоянно включенный экран, который можно настроить до 20 минут, режим
режим не беспокоить и так далее. Слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя, как и сортировать меню. Удобно, что виджеты разбиты по ячейкам, и на одном экране может находиться до 4 приложений, а для меню в настройках предоставили 2 стиля отображения. В меню есть погода с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер. В фоне может работать только таймер, такая вот урезанная мультизадачность. Помодоро трекер, мировое время, компас, поиск смартфона, Mi Home, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, чего, как по мне, мало. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер, но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет, как вы уже поняли. Кнопка для удаленной съемки с таймером 3,5 секунд работает хорошо даже в стоковом приложении камеры на смартфоне, но я тестировал их в паре со смартфоном Redmi. Так что, возможно, в паре со смартфонами других производителей будут проблемы. Но не факт. Также в меню можно заметить ряд китайских приложений, которые для нас не актуальны. Летим дальше. Операционная система HyperOS. Сторонние приложения, разумеется, не установить. Bluetooth версии 5.3. Связь с устройством, с которым они в паре, держат они стабильно. Подключить смарт-часы на нагрудный датчик нельзя, как и беспроводные наушники. Поддержки Wi-Fi нет, как и нет поддержки eSIM, а вот NFC есть. В приложении можно добавить транспортные карты или использовать смарт-часы как ключ для умных замков. Но все заточено под Китай. NFC-модуль не для банковских карт. Конечно, кому надо, тот сможет накатить, к примеру, ключ от домофона. Далее, тренировок на борту более 150 видов. Из интересного есть отслеживание плавания, шаблоны для бега с различной интенсивностью тренировки, информацию о состоянии после тренировки, активность, интервальную тренировку, разминку перед тренировкой, метроном, AI Pacer и другие настройки для тренировок. Местоположение смарт-часы определяют достаточно быстро, GPS отрабатывает хорошо, карты строятся неплохо, погрешность есть, но не сказал бы, что значительная. Шаги измеряются корректно, во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но тренировки не могут работать в фоновом режиме. Далее, пульс воздуха, как и кислород в крови, смарт-часы не считывают. Пульс измеряется в смарт-режиме, в автоматическом режиме и с периодичностью в 1, 10 и 30 минут. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса может работать в автоматическом режиме. Разумеется, все показатели можно измерять и вручную. Также отмечу, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно как в приложении, так и со смарт-часов. Графики отображаются как на смарт-часах, так и в приложении. Результаты измерений с допустимой погрешностью. Сон мониторят неплохо, как и все фазы сна, даже фазы быстрого сна. Ко всему есть оценка дыхания во время сна. Из полезного на борту также есть напоминание об активности, дыхательной тренировки и витальность с учетом активности на протяжении 7 дней. Далее. При входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы и отвечать на него. Разговаривать через смарт-часы удобно. Микрофон отрабатывает на удивление хорошо. Динамик воспроизводит качественный звук, ко всему динамик громкий. Отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно, ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики отображаются неполноценно, что тоже отнесу к минусам. Вибромотор первое время кажется неплохим, но потом понимаешь, что он топорный. И то, что можно настроить силу вибрации и даже создать свою вибрацию, никак не решит эту проблему. Далее, емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы и вправду отличное. По моим тестам в обыкновенном сценарии использования с включенным AOD и автоматической регулировкой яркости хватает на 8-9 суток, что прямо шикарный результат. При том, что за сутки уходит около 11% заряда. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер, разумеется, окунул их в воду, по итогу с ними ничего не произошло, функционал остался рабочим, купаться вместе с ними можно, как и плавать, но не в соленой воде. И в баню я с ними не ходил, как в принципе и с другой техникой. И не советую ходить. Подключается Redmi Watch 4 к приложению Mi Fitness с регионом Китай. Разумеется, когда будет глобальная версия, никаких регионов Китая выставлять не надо будет. В приложении есть 4 вкладки, это здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых более чем достаточно. Ко всему есть персонализированные циферблаты, динамические циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, а также можно устанавливать любую фотографию на заставку. Далее есть настройка режима сна, синхронизация режима не беспокоить, поиск устройства, функция разблокировки смартфона с помощью смарт-часов, стандартные настройки, обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало. Минусы: есть шанс того, что будет слетать английский язык на китайский, придется переподключать смарт-часы заново, так как поменять язык возможность есть, только при подключении к приложению. Не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, смарт-часы поддерживают только приложение Mi Fitness, нет возможности подключать наушники, нет возможности загружать музыку на смарт-часы, да и в целом, как вы поняли, минусов достаточно. Но все зависит от цены. Разумеется, глобалку я тоже куплю, когда будет старт продаж через пару дней, 24 числа они обещали. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, на Global обзор тоже будет. Не
забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Redmi Watch 4 – отличные смарт-часы с топовой автономной работой, шикарным дизайном и материалами и удобной операционной системой. От меня девайсу однозначное да. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.